Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, позади меня Боня находится, Влад. Сегодня у нас 19 января, и вы представляете, в этом году я не выкладывал ни одного ролика, то есть у нас были на канале прямые трансляции, а вот именно роликов таких снятых не было, и это очень печально. Я сейчас расскажу, почему так происходит, что у меня со временем, вообще какие новости в нашей жизни. Перевожу экран в такой режим, так намного лучше. Сможете посмотреть, что происходит, чем Боня занимается. У нас сейчас свободное время. Влад здесь, как всегда, мы играем. Здесь же мы и репетируем по возможности. Кстати, я много раз говорил о том, что высота потолков не соответствует, скажем, тому, что хотелось бы для репетиции, для всех трюков, для тренировки тех трюков, которые мы делаем в работе, поэтому есть ограничения, и мы не можем ничего с этим поделать. То есть часть работы, которая была у нас во время нашей деятельности в цирке, вон Влад учит Боню при приемах борьбы. Скоро, я думаю, Влад окажется на полу 100%. Боня сделает бросок через бедро. Владу каждый раз говорю: Влад, не учи ее, не это самое. А Влад, она его вовлекает, она им манипулирует каждый раз. Видите, сейчас она отошла. Вот. Короче, если Влад будет лежать на полу, вы уже не удивляйтесь. Ну, как бы, Влад, собственно, спровоцировал ситуацию. Спровоцирует, наверное. Так, к чему я все это рассказываю? Просто видите, у нас видео как в прямом эфире. То есть все происходит, как происходит, снимаю одним дублем. Поэтому, если какие-то косяки будут, не обращайте внимания, я стараюсь сделать интересно, ну и рассказываю, что у нас, собственно, происходит. Так вот, с 1 января 2022 года вступил в полную силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. Это номер 498 этого закона. И на самом деле к нему готовились несколько лет, года 3 так точно. Когда я узнал, что будет такой закон, это для меня было очень приятно узнать, потому что я обрадовался, думал, что этот закон, скажем так, не даст возможность всяким недобросовестным дрессировщикам вести деятельность, где бы они ее не вели. То есть много было случаев, не то чтобы прямо много, но были случаи, когда мы видим на просторах интернета всякие видео, где над животными садизничают. И часто так получается, что эти люди никакого отношения в принципе к дрессуре не имеют. Не было закона, который мог бы регулировать все эти взаимоотношения человека и животного. Есть люди, которым вообще противопоказано работать с животными. Это животное все время у нас подглядывает, что-то там высматривает, видео снимает, друзья, и оно всегда, вот это вот животное, это определяет и начинает, в общем, пользоваться моментом. Смотрите, глаза хитрющие. Вот, и все тут. И, соответственно, она балуется. И я часто не замечаю, что происходит, потому что эта обезьяна, она как ниндзя. Вот, она знает, когда что можно сделать. Так вот, значит, ситуация сегодня такова, то что, как вы знаете, многие из вас знают, что подписчики добавляются, кто-то, наверное, не в курсе, у нас идут суды сейчас. Суды с компанией «Росгосцирк», где я работал всю жизнь. То есть я официально там проработал 23 года. Вдаваться в подробности не буду, но ситуация такова, то что мы попали в тот период, когда пересекли рубеж 22 года, и поскольку так получилось, что нас уволили, меня уволили, животные все наши, у нас еще и верблюды есть, и кавказские овчарки, и вот моя Бонька со мной, естественно, это, скажем так, члены моей семьи, и никуда их я деть не собираюсь, и делаю все возможное, чтобы обеспечить все необходимое для их нормального, комфортного проживания. Там, все, что касается обеспечения, мы делаем все своими силами. И, кстати, я хочу большое спасибо сказать всем подписчикам. Друзья, вы даже не представляете, насколько сильно вы помогаете и материально, и морально в этом вопросе. И это, честно, вот от души я вас всех благодарю. Я не ожидал, что мы попадем в такую неприятность, и вы сами будете стараться оказывать содействие и так далее. Многие, в общем, в курсе. Если вы не в курсе, можете несколько роликов, даже не несколько роликов, буквально за последние полгода разные истории есть на моем канале, можете посмотреть. А также подписаться на телеграм-канал Дан Запашный Лайф, потому что точно вы разберетесь, в чем ситуация. Так вот, мы находимся сейчас совсем не в цирке, нам пришлось договариваться
снимать место, где мы сейчас проживаем. Вот, ждем решения суда. Кстати, суд у нас будет очередной. Это уже, больше, считайте, полгода прошло, как вот меня уволили. Уволили меня 20 июля 2021 года, вот, чтобы ничего не ошибиться, ничего лишнего не сказать. Вот, и чуть больше полугода, получается, у нас уже эта вся эпопея происходит. Смысл в том, что работать можно теперь с использованием вот этих животных, любимых, дорогих, диких, которые относятся к опасным видам животных, только на лицензированных площадках. То есть этот закон, как я думал, будет давать возможность, то есть, Бонька, иди сюда, иди сюда, не балуйся, иди сюда. Иди сюда. Ты вот начинаешь капризничать, конечно, да, я вижу, что ты это самое. Ты можешь поаккуратнее с ним, иди поцелуй. Нельзя так сильно-то это делать. Он с тобой играет, а ты начинаешь баловаться. Вот. Иди, аккуратно с ним играй. Все равно делает, видите, она вот манипулирует, она его заставляет, значит, поступать как надо ей. То есть она не будет никогда делать то, что ей некомфортно и не хочется. То есть она вот Влада эксплуатирует как только может. Вот, она его завлекает, а потом он за ней бегает. Такая вот история. Ладно, смысл в том, Влад улыбается, смысл в том, что лицензии должны были, по идее, получать сами дрессировщики. То есть по каким критериям, как мне кажется? Естественно, нужно соблюдать все условия, все нормы, которые необходимы для этих животных. То есть у вас, например, шимпанзе, соответственно, вот такие вот должны быть вольеры, клетки, там условия переездов, кормления и так далее. То есть вы должны там вести разные журналы, ветеринарные журналы. Вдаваться в подробности не буду, вы можете ознакомиться с этим законом в интернете. Он в открытом доступе, 498 закон. Вот, а также он есть, опять же, на моем телеграм-канале, он в прикрепленном сообщении там находится, в публикация прикрепленная. Вот, и помимо этого, то есть нужно понимать то, что этот человек профессионал, что у него есть соответствующие навыки, то, что у него есть хорошая репутация, что он не замечен ни в каких, скажем, ситуациях, где бы он как-то плохо относился к своим животным, что, скажем так, животные здоровы, что очень важно. Вот, это основные критерии, по которым, я считаю, эти лицензии должны получать только те люди, которые занимаются с животными профессионально, которые животных любят, и, соответственно, так бы мы избавились от всяких там левых товарищей, которые часто попадали на экраны мониторов, телевизоров, телефонов, интернет-пространстве, которые обижали животных и, условно говоря, садизничали над ними. Я категорически против таких людей. Я считаю, что есть категория людей, которым, в принципе, противопоказано в полном смысле этого слова вообще взаимодействовать даже с любыми там, с домашними животными, потому что, есть такие вот, к сожалению, товарищи. Вот, но на деле вышло так, что лицензии получают только территория. То есть, условно говоря, вот есть стационарные цирки, как в компании Росгосцирк, они никуда не переезжают, и на этих территориях, грубо говоря, вот вы получаете лицензию. А если вы там, например, частный какой-то там дрессировщик, вот как я сейчас, вот вне закона, условно говоря, потому что меня уволили, вот, причина, опять же, друзья, не буду рассказывать в этом видео, все прекрасно все знают, просто это займет огромный промежуток времени, вот, и мы от темы отойдем. Вот, и получается то, что пока идут суды, пока нас, скажем так, за пределы цирка выкинули, приходится вот находиться в таком вот, скажем, непонятном состоянии. Также в законе я его читал внимательно достаточно. То, что мне не было понятно, там, те абзацы, которые не были понятны, я к ним возвращался несколько раз и, соответственно, перечитывал, чтобы вникнуть в суть вопроса. И для меня до сих пор, как и для многих коллег, остается загадкой, на каких территориях можно держать животных. То есть для цирков, например, одни параметры, нормы, для зоопарков другие параметры и нормы по содержанию одних и тех же видов. Вот. И чего нужно придерживаться, когда ты, условно говоря, не там и не там находишься. Единственное, что вот, приятно радует, то, что с 1 января до 1 января 2020 года, если вы животное свое покупали, то оно как бы у вас
не забирается. То есть, если вы, скажем, каким-то частным образом там его содержите и не купили вот после 1 января 2020 года, то вы как бы закон не нарушили. Боня у нас уже 10-й год, считайте 10 лет уже, соответственно, мы под эту статью не попадаем. Но все равно, то есть нужно понимать, что если я, допустим, не работаю в цирке, не провожу культурно-массовые там, вот, мероприятия с ее участием, все равно каким образом, где именно, на каких территориях, с каким кодом, Борька, не рви, Банюш, с каким кодом именно нужно землю, допустим, приобретать. И потом же не каждый человек может это сделать. Сейчас были тяжелые промежутки времени, пандемия, там вот эта вся история, что мы сидели все без работы, и как бы я работал на зарплату, я не работал там на прибыль и так далее. То есть в финансовом плане обеспечить, скажем, сразу вот пойти там купить все необходимое, это крайне тяжело. Я не знаю, то есть это нужно понимать, во-первых, что покупать, а во-вторых, то есть, к этому сразу вот так вот не придешь, что раз там достал там несколько миллионов, на то, может быть, и даже и десятки миллионов может все это стоить. То есть нужно купить землю, нужно купить, например, или взять ее в аренду, если денег нет, но все равно это стоит денег. Заключить договора с ветеринарными службами, то есть построить сооружения для этих животных, чтобы зимой, например, теплолюбивая девушка, зимой, чтобы ей было комфортно. То есть и определенное здание должно быть с определенными характеристиками и так далее. И вольеры также внутренние должны быть в теплом помещении, и на улице, и все такое. И проблем крайне много. То есть не совсем понятно сейчас все это взаимодействие. Влада, видите, Боня обкрадывает. Бумагу туалетную достала. Влад, зачем туалетную бумагу носишь в кармане? На всякий случай? Да ладно. Вот так вот, видите, Боня у нас карманник. И вот, в общем, вот такие вот новости. Есть еще много, скажем, каких-то бытовых проблем, житейских проблем. Правильно, Бонь, молодец. И есть вещи, которыми я не делюсь, в силу того, что не только, скажем, это мои личные какие-то моменты жизненные. С вами я максимально стараюсь быть открытым. Ролики тоже выпускаю, скажем, рассказываю о всех там хороших сторонах, нехороших сторонах, обо всем том, что меня окружает. Также я и делал, работая в цирке. Сейчас вообще на перепутье каком-то нахожусь. Честно говоря, много очень мыслей, сильно очень расстроило то, что такое обстоятельство вообще возможно с людьми, которые проработали без единого нарушения всю свою жизнь в компании, и то, что приходят руководители и меняются, точнее, руководители вот так вот. В общем, мы попадаем в неприятные истории, в тяжелые достаточно. Примерно как-то так, друзья. Что я хочу сказать. Для меня сейчас сложновато выпускать ролики, я не оправдываюсь, просто я говорю, как есть. Нас стало меньше, то есть часть людей уехала. И, соответственно, приходится большая нагрузка, скажем, на обслуживание животных. И все это занимает больше времени и так далее. То есть это очень непросто. Кстати, к нам Наталья приехала, узнала, что такая вот ситуация. Она сейчас с верблюдами находится. Я снимаю для вас ролик, об этом рассказываю. Наташа, наверное, посмотрит. Наташа, спасибо тебе большое, что выручить приехала, а то мы вообще бы здесь, наверное, обалдели все. Наверное, такая вот история. Не знаю, что добавить. Если вам интересно что-то узнать, спросить, наверное, мы сделаем следующим образом. Или к этому видео вы можете какие-то вопросы позадавать, для того, чтобы я немножко мог сориентироваться, в каком направлении мне снимать ролики. Потому что сильно, допустим, сейчас брать и делать все красиво, там показывать, где мы обитаем, куда мы ходим, что мы... То есть я не могу, как я уже объяснил, потому что есть ограничения, и мне не хочется, чтобы пострадали люди. Точнее, не люди, а животные. Люди-то не пострадают. То есть до того момента, пока мы не поймем, где, на каких условиях нужно, соответственно, содержать те или иные виды животных. То есть у всех сейчас людей стоит острый вопрос по этой теме. То есть очень много пробелов, очень много непонимания с этим законом, что вообще происходит и так далее. Это очень непросто. Друзья, жить в неведении, и это, скажем так, большие ограничения оказывает на всю нашу деятельность. И
как я уже говорил, это все, знаете, каждый раз находишься под каким-то риском. То есть ты переживаешь за то, что, не знаю, можешь попасть вот в неприятную ситуацию, и твоих любимых животных, которых ты вырастил, с которыми ты всю жизнь находишься, которые к тебе привыкли, и это уже действительно часть твоей семьи, что они могут как-то пострадать из-за этого закона, который не продуман, и вот такие вот дела. Друзья, в общем, не буду сильно затягивать, я вас всех обнимаю, спасибо большое, что прослушали и посмотрели этот ролик, я вас, не знаю, всех люблю, друзья, честно, от души, с прошедшими праздниками, поздравляю с наступающими праздниками, и мне очень приятно, что у нас такая классная компания собралась, Боня, видите, что я творит, потому что я говорю, мне без вас было бы очень морально тяжело, и спасибо за вашу материальную поддержку, это, конечно, большое дело. Все, всех, друзья, поздравил, всех обнял. До скорой встречи в следующих роликах. Ну и пишите свои вопросы. Всем пока.